Итак, снова здравствуйте, с вами Литор, и мы продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами остановились на том, что встретили Ниру, дикого мага. Вот, защитили ее от преследующих ее волшебников Теи. Бард у нас поет бардовскую песню. Давайте почитаем, что она нам дает. Детали персонажа, описание подкласса. Обладает навыком воровство, начиная со второго уровня, может читать заклинания волшебника, обладает способностью петь барда, с помощью которой бард поднимает боевой дух союзников, защищает их от всех форм паники и страха. Вот в чем идея барда. Может иметь только любое нейтральное мировоззрение, превращение получает 1d6. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас он имеет. Короткий меч и арбалет. А что у него из оружия? Короткий меч. Вот, я думаю, что надо ему купить арбалет. Точнее, сначала дать ему арбалет. Вот. И у нас есть еще Нира. Давайте посмотрим, что у него тут получается. Посох Ниры +1. Хорошо, у нее посох. И у нее 3 вещи, которые она, к сожалению, не может опознать. Несмотря на то, что знание легенд у нее хорошее. Вот. Что она умеет как волшебник? Она умеет безрассудный двумер нахала. Заклинатель освобождает внезапный поток необузданной магической энергии в надежде совладать с ней и сформировать нужное ему заклинание. Чтобы использовать безрассудный двумер, заклинатель должен просто произнести его, а потом выбрать любое из известных ему заклинаний. Происходит прорыв магической энергии, которую заклинатель пытается перетворить в нужную форму. Настоящий эффект заклинания определяется случайно, так как освобождение энергии в сам заклинание, его уровень добавляется к броску кубика. Если результат успешен, заклинатель получает нужный эффект. Результат может быть как благотворным, так и полностью разрушительным. Это тот риск, который заклинатель берет на себя. Хорошо. Второе, магический снаряд. Ну, магический снаряд, понятно. Что он еще умеет? Доспех. Магический снаряд. О, у нее есть опознание, ребят. Так это отлично вообще. Давайте тогда сейчас вот так вот сделаем. Опознание. И отдохнем. Я не потреблю, чтобы всякие бродяги застряли все время моего дежурства. Иди в гостиницу, ночью за пределами города. Хорошо. Ладно, тогда мы так и сделаем. Вот. Сейчас она ничего не знает. Он же Бард тоже вот он читает песенку, да? Так, итак, вот здесь мы оставили Монтарона и Икзара. Давайте проверим, тут ли они еще. Да, они здесь. Это на данный момент. Так, а мы пока продолжим исследование локации Берегост. Самое время кого-нибудь разобраться с этим монстром, Басилсом. Он и так многих уже убил. Позор, что он до сих пор продолжает убивать. Надеюсь, обещанная награда ускорит его поимку. Так, кстати, давайте почитаем по поводу этого человека. Убийца Басилус. Жители Берегоста поговорят о чудовище по имени Басилус, который погубил много невинных душ. Ладно, разберемся с этим чудовищем. Но я думаю, что это, конечно, не чудовище. Ничего нет. Давайте продолжим обследовать. В этот дом мы зайти не можем, как вы поняли. Вот. На самом деле, вот действительно, каждый раз, когда я загружаю эту игру, такая ностальгия просто охватывает вот по тем самым временам. Вот. Правда, мне это больше напоминает Ascendale, потому что Ascendale была моей первой игрой на Infinity, с которой я познакомился. Да, это был не Fallout, это был именно Ascendale. Вот. Но что есть, то есть. Денежек. Фермер. У меня
нет сейчас времени разговаривать с тобой. Мне нужно идти на ферму, присматривать за рогатым скотом. Прежде чем уйти, дам тебе совет. Будь осторожнее в дорогах. Там полно бандитов, которые могут отнять у тебя не только золото. Спасибо. Ты прям такой занятой, что прям побежал. Я смотрю, за скотом присматривать, да. Ладно. Продолжаем исследовать. Ничего интересного мы здесь уже не нашли. Ладно, давайте отправимся сюда. И по дороге сейчас мы посмотрим еще мышь Ландрин. По ее словам, дом располагается к западу от гостиницы «Веселый жонглер». Пока мы гостиницу «Веселый жонглер» не нашли, мы нашли горящий волшебник, заведение Кагайна. Какое-то заведение Кагайна и красный снов. Значит, «Веселый жонглер» должен быть где-то здесь. Может, это вот этот дом? Он так укромно спрятан, что прям кажется, что это он. With ease. Золотое кольцо и кожаный доспех. Что у нас на барде одето? На барде одет кожаный доспех. Здесь ничего нет. Поводили, все замечательно. Нет, это значит не тот все-таки был дом. Ну ладно, продолжим исследование. Так, смотрите-ка. Вот еще один какой-то домик. Тут есть. Кузница грохочущего молота. Давайте заглянем в нее. Так, кто у нас здесь главный? Кузнец. Вот главный. Привет, приятель. Что я могу сделать для тебя сегодня? Не труждай себя, я просто хочу осмотреть вашу кузницу. Мне довелось много о ней слышать. О, никаких проблем. Из кузницы грохочущего молота выходят только самые качественные изделия. Лучшие доспехи на свете. Если тебе нужна помощь, не стесняйся, поговори лично с Таэром. Вот это вот, наверное, он. Да. Таэром Фуйруин. Приветствую. Могу я чем-нибудь помочь тебе сегодня? Не могу ты показать, что у тебя есть на продажу? Мы сейчас тебе продадим много чего интересного. Оружие никому не нужно. Я так понимаю, мы его выкинем сейчас. Так, опознание. О, он может опознавать, смотрите-ка. Пояс смены пола. Готово. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть.
Пояс смены пола. Проклятый пояс смены пола — редкий, но часто обсуждаемый магический предмет, обладающий очень сильной магией. Каждый, кто по несчастью стянет его вокруг своей талии, немедленно обнаружит, что его пол сменился на прямо противоположный. Говорят, не прошло и 50 лет с тех пор, как некий безымянный шут был обезглавлен за то, что получил этот пояс в качестве подарка любовнице герцога Лабелана. Да, это, короче, такой вот проклятый пояс, а этот пояс противоположности. Особенности при экипировке. Сопротивление холоду минус 100%, сопротивление огню... сопротивление холоду плюс 100%, сопротивление огню минус 100. Умет используется убийца волшебников. Хорошо. И боевой посох плюс 1 у нас еще есть. Вот. Ну, посох плюс 1 нам вряд ли кому-то нужно будет давать. Хотя пока пускай будет. Вот. У нас, ребята, в группе нет священника. Вот. И нам, скорее всего, придется от кого-то избавляться для того, чтобы получить священника себе в группу, потому что мы, собственно, не можем лечиться. Вот. Но это мы решим потом. Продолжаем наше исследование. Готов спорить, что все гнусные бандиты, разгуливающие на дорогах, наняты Амном. Упасть так низко очень похоже на их скупердея. Дошло до того, что ни один честный житель уже просто не может путешествовать по дорогам. Ну точно. Во всем виноват Амн. Так, по поводу Басилуса, этого убийцы, мы уже слышали. Этот Басилус действительно злой человек. Он не просто убивает народ, он превращает их в зомби и заявляет, что они его семья. Что может заставить кого-то поступать так, если не зло? Так, веселый жонглер. Запад от веселого жонглера, ребята. Где-то западу. Запад это не восток, все правильно. Судя по всему, нам сюда. О, ну конечно, пауки. Ну что ж, не понял, почему мы без оружия и куда... Я что, снял как каким-то чудом меч свой? Бывает. Ладно. Can I help you? What you want? Yes, sir. What is it this time? Что там? Просто печально все, ребята. Загрузка. Так, автосейв. 6 дней 11 часов. Ага, то есть нам нужно загружаться с нашего последнего сохранения. Печально. А еще наш, кстати, Халиц не поднял себе здоровье. Ну, ладно, давайте продолжим наше путешествие. Так, а вот сюда мы заходили, я не помню. Ладно, снова сейчас будем исследовать. Да, конечно, неудачно получилось немножко. Ничего, сейчас мы все сделаем правильно. Сейчас мы сначала зайдем в таверну. Да, надо не забывать заходить, сохраняться перед каждым домом, всем таким. Кстати, противоядие-то нам он не зря дал. Теперь я вспомнил, кто нам дал противоядие. Зато сейчас я все еще с мечом буду, надеюсь. Да, я все еще с мечом. Ну вот еще, смотрите, сундучок. Трое моих работников сбежали в прошлом месяце, исчезли прямо посреди рабочего дня. Каждый раз говорят разные фразы.
Даже, причем в той же загрузке, соответственно, это просто рандом абсолютно. Это хорошо. Так, продолжаем наше исследование. Здесь мы, получается, закрыли все. Отправляемся теперь вот сюда. Походу я этот меч выронил, что ли, когда она кастанула свое заклинание. Не совсем понятно. Кузница. With ease. Speak up, speak up. Кузница мы сейчас опознаем снова наши все вещи. Kiss me, blarney. What you wish done? Давайте подадим кинжал. Доспех. Доспех. Доспех подадим еще один. Меч подадим. И познаем. А мешочек для драгоценностей, он типа тоже, что ли, не опознанный? Почему его здесь показывается? Нет. А, у нее тут просто есть некоторые вещи, я понял. Хорошо, так. Пояс свинополом, ну понятно, в общем. Так, что я хотел? Я хотел выкинуть сразу часть оружия. И отдать стрелы. Давайте в жезл положим в быструю руку. Здесь поменяем на арбалет. И еще докупим, наверное, к арбалету сразу стрел, а это получается болты. Арбалетная стрела +1 есть даже. Вот такие вот стрелы есть. 27 золотых монет стоит. Дорого пока что. Я думаю, что если мы встретим нового спутника-священника, то мы его вместо барда возьмем, ребята. Потому что нам нужен священник срочно. Пока так. Все. I stand ready. Отлично. Сейчас дам сразу стрелы сюда. Сохранимся. Not a problem. Yes? Something on your mind? Ниш Кириспорченный город. Наш Кириспорченный город, которым управляет кучка воров. Бьюсь об заклад, это нехватка железа всего лишь очередной заговор Амна. Они хотят захватить врата Балдура, я точно знаю. Понятно. Ты специалист.
Сразу видно. I stand ready. Так, мы не дошли до нее. Вернулись назад. Hello, mate. You look a friendly face. Так, значит, ты из тех наемников, о которых говорит весь город. Уйди с моей дороги. Нам не нужны такие, как ты. От тебя одни неприятности. Ты только злишь этих бандитов. От этого они становятся еще более жестокими. Ну, конечно. Something on your mind? Эти долбаные полурослики никогда не говорят прямо. Я даже не знаю, где опаснее. В руинах Фаервайна или в Галликине, к северу от них. Следи за своим кошельком, если будешь в тех местах. Ладно. Так, веселый жонглер. It will be done. Yes? Мой двоюродный брат из Нашкеля говорит, что вам не собрана огромная армия. Им придется сражаться насмерть, если они нападут на врата Балдура. Солдаты Пламенного Кулака одни из лучших в этой земле. Ой, это кто такой? Стой. Yes? Бьорнин. Изрядно меня помяли эти полуогры. Их там целая банда засела в горах юго-западу отсюда. Ты окажешь небольшую честь, если дашь им почувствовать вкус правосудия. Огры к юго-западу отсюда. Дневник обновлен. Полуогры в окрестностях Берегоста. Хорошо. Тавернщик. My temper's bad enough without ye bother. I got some cheap beer for you. Так, то есть там кто-то идет. Гурки. Значит, все заслышали, всем любопытно, да? У старого Гурки кучка ничтожных автослоев прямо со спины стащила его знаменитый плащ. Да-да, это старая история, но если ты хоть заикнешься о том, что Клоаквуд самое подходящее место, чтобы потерять плащ, твоя печенка будет в сегодняшнем меню. А теперь проходи, дай следующим в очереди посмеяться. Плащ Гурки, окей. Want some whiskey? Покажи мне свой перечень услуг. Слухи. Давайте. Что, никаких слухов нет? Говорят, в Нашкеле какие-то неприятности, что-то зловещее после шахты. Ну, понятно. I got some cheap beer for you. Я так, причем конкретно, походу, принял пиво-то. Опьянение, да. Ну ладно. Слухи в таверне, опьянение. Все отлично. I gotta stop dipping Христианские. into my own ale. I got me some nice looking waitresses, don't I? Мы решили отдохнуть. В таверне, немножко другая картина. I Отдохнули. stand ready. Not a problem. Давайте продолжим исследование данной локации. Гурки, давайте с ним My поговорим. temper's bad enough without ye bothering me. Конечно, приводи своих друзей, приводи родственников. Проклятие, мне пора брать деньги с этих тупых зевак. Понятно. Что, здесь никого нет? Окей. Мне нужен хороший глоток крепкого дворфийского эля. Ну ладно. Так, давайте на второй этаж поднимемся. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь только одна комната на втором этаже, что ли? Получается. Ничего здесь нет. Ну ладно. Ну, красивая таверна. Вот еще тумбочка. Обе тумбочки обысканы, ничего нет, к сожалению. Not a problem. Возвращаемся на первый этаж. Так, итого мы здесь... и вот еще один подъем. Или это все в одну и ту же часть идет? Нет, не в одну и ту же часть, смотрите. Давайте сохранимся. Уги Вишем. Yes? Он все еще там внизу? Кого ты имеешь в виду? Этот Бьорнин. Я чувствую, как его глаза смотрят на меня. Видишь ли, он паладин. У них не все в порядке с головой. Они только посмотрят на тебя и уже сразу выносят тебе приговор. Какое они имеют право так делать?
Почему? Что ты натворил, чтобы заслужить такой взгляд? Что? Ничего. Вообще ничего. Они просто смотрят на тебя. И ты сразу понимаешь, что заслуживаешь наказания. Я больше не могу это выносить. Это хуже, чем сидеть под стражей. Он как-то угрожал тебе? Вроде бы нет, но я же знаю, что он смотрит на меня. Зачем ему еще быть там внизу? Конечно, он говорит, будто остановился здесь поболтать с местными забулдыгами. Но я-то знаю, что он тут из-за меня. Что ж, придется оставаться наверху, пока он не уберется. Почему он просто не поднимется наверх, если ты так ему нужен? Ну, это было бы слишком просто, не так ли? Нет, он хочет, чтобы я сидел здесь и гадал, знаю ли я о него заинтересованности мной. Но я ведь знаю. А ты уже с кем-нибудь говорил об этом? Ты кажешься взволнован. Недавно стало ясно, что бочка полная обезьяны в половину не такое забавное зрелище, как считалось раньше, и по сути довольно ужасающее. Так, все понятно, до свидания. Почему он сумасшедший, похоже. Ну и это получается спуск в обе стороны ведет, да. Все, мы с вами отдохнули в жонглере. Ну что, получилось спрятать свое оружие на полуограх? Нет, не получилось спрятать свое оружие на ограх. Так, давайте-ка сейчас сделаем следующим образом. Разделим по 2 зелья. Раз, два, вот так. Это сюда, это сюда, и это сюда. Потому что нам нужно иметь всех наших троих спутников, которые являются ближним боем. Ну вот, нужно иметь. Nature as you direct. You're a queer fellow. Раз. Yes, sir. Два. Ну, а ты, наверное, покастуй какую-нибудь магическую стрелу сюда. You have need of me? Так, раз. Два. Yes. Два. Yes, oh omnipresent authority. Раз. What you want? Так, стоп. Servant awaits. Так, ну ты Джакира, да. Джакира умерла. Увы, загружаемся. You're a queer fellow. Yes, with ease. Can I help you? I can, I but stand try. with ease. Nature is good as done. Yes, sir. What you want? Так, что у нас тут есть? Обнаружение зла. Защита от зла. Защита от зла у нас будет идти, например, вот сюда. И... Вот, подождите, защита от зла у нас пойдет на Джахиру. Вот. Так, все, поехали. My blade will cut you down to size. Так, пока все идет хорошо. Ну как хорошо, нас не отравили.
Ага, теперь два паука с этой стороны, да? Окей. Так, стоп, нас отравили. И нам нужно еще бутылку выпить. А, нет, это зря невидимость. Нет, подождите, зря невидимости нам не нужно. Все, отлично, мы справились с пауками. Так, давайте зайдем сюда. И сейчас, может быть, даже залутаем что-то, если получится. Мы залутали труп паука. Это как раз то, что нам нужно для того, чтобы сказать нашему персонажу. Здесь ничего нет. Здесь Андар, сапоги мужа, изношенные сапоги, бутылка вина. Все то, что он просил. Вина, точнее. Вот, я думаю, что мы даже сейчас просто сделаем так, что мы пойдем и зададим этот квест. Так, что, больше ничего в этом доме нет? Похоже, что нет. Так, мы получили опыт 270. Хорошо. Смотрите, Джакира получила уровень. Повышение уровня. Так, давайте ей прокачаем умение обращаться с дубиной еще на 1 уровень. А, больше нельзя, да. Значит, боевой посох есть. Давайте тогда, пускай у нее будет... Что у нас может быть? Вышний меч, так. Копье. Дротик. Одноручной стрельбой. Копье. Кинжал. Скимитар. Полуторный меч. Дротик. Пращу. Ладно, давайте пока пращу на 2-й уровень. А, подождите. Что такое? Что такое? Почему у нас 0? А, у нас тут как бы изначально 0 было, да, получается. Ну, готово. Все, она получила уровень. Так, давайте, наверное, снова заглянем в таверну и передохнем, потому что мы потратили наши все заклинания. А потом отправимся сдавать задание. Отлично. Мы передохнули в таверне. Так, что у нас получается? Дом Ландрин, веселый жонглер, горящий волшебник. А, здесь мы просто сможем выйти на карту? Да, сможем. Гостиница Дружеская рука. Наверх нам нужно пройти вот сейчас. Получается. Давайте пройдем. А, то есть можно через две локации. All this adventure, how do you manage it? Until now, I was barely able to keep my head above water. Yet here with you, it seems almost easy. Ты все время путешествуешь, странствуешь в поисках приключений. Как тебе это удается? Спрашивает Нира. До сих пор у меня еле получалось сводить концы с концами. А с тобой это кажется совсем просто. Просто? Нира, мы ведь на каждом шагу сталкиваемся с опасностью. Oh, well, yes, there's obviously that. I just meant that ordinary things are easier. I'm not constantly worried where my next meal is coming from, or whether a kobold will sneak up and slit my throat as I sleep. Ну, в общем, да, так и есть. Я лишь имела в виду, что все привычное кажется проще. Мне не надо постоянно беспокоиться, где взять еды, или не подберется ли ко мне во сне кобальт, чтобы перерезать глотку. И
Так ты жила, пока мы не встретились? Yes. Rocks for a pillow, eating clay, all that and more. My fortune seems to have come in waves. Has ever since High Forest. Да, камни вместо подушки, глина на завтрак и все такое прочее. В общем, как повезет. Итак, с тех пор, как я покинула Высокий лес. Высокий лес? Ты родом оттуда? That's me. Born and raised in the thicket. At least until my mistakes piled up high enough to come crashing down on me. Да, я родилась и росла в его чаще. По крайней мере, до тех пор, пока на меня разом не навалилась куча моих же ошибок. Что же прогнало тебя из дома? A maiming or two, if you don't count the second-degree burns. Completely accidental, and everybody lived. Well, at least I'm pretty sure everybody lived. Я кое-кого покалечила, если не считать ожогов второй степени. Это была чистая случайность, и все стали живы. По крайней мере, я думаю, что все стали живы. Конечно, в этом не было твоей вины. Как это случилось? During our magical training, we were supposed to summon a sphere of fire. And mine got away from me somehow. One moment I was concentrating, the next moment my classmates were rolling on the floor screaming. Во время наших занятий по магии мы должны были призвать сферу огня. И моя почему-то у меня сорвалась. Какое-то время я контролировала ее, а в следующее мгновение все мои одноклассники уже с криками катались по полу. Ужасный поворот событий, но ты не должна себя винить. Horrible, I know. I ran into the woods and couldn't bear to go back to face the consequences. I snuck back into the village now and then for food and once to leave a note for my parents, but eventually I had to leave. Ужасно, я знаю. Я убежала в лес, но так и не смогла набраться смелости, чтобы вернуться и предстать перед последствиями своих поступков. Время от времени я пробиралась в деревню за едой и еще один раз, чтобы оставить записку для родителей, но в итоге мне пришлось уйти. I took to wandering High Forest, but I kept running into the wrong people and doing the wrong thing. Eventually, Turlang the tree and grabbed me and said, "Take a hike." Maybe not in those words exactly. Я стала бродить по высокому лесу, продолжая натыкаться на тех, на кого не следует, и делать то, что не следует. В конце концов, меня поймал Трент Турланг и сказал «проваливай», ну или что-то подобное. И поэтому ты отправилась путешествовать. And so I left High Forest. I've been wandering for a while now. I've got a few ideas for a destination, but I'm still considering them. Come, let us continue this journey together. И поэтому я покинула Высокий лес. Ну и некоторое время вот так скиталась. У меня есть еще несколько идей, куда можно было бы пойти, но я все еще их обдумываю. Пошли, давай продолжим наше путешествие. Ну вот, Нира, видимо, предлагает что-то сделать. И даже смотрите, новое задание появилось. Так. Где здесь? Или это просто заметки. Всякое бывает. Нира рассказала, что оставила Высокий лес, поскольку одним из профессиональных музыкантов, зачем покалечила нескольких своих одноклассников. Так. Кажется, она приняла не лучшее решение, но думаю, что решением скрывается доброе сердце. Так, итак, мы возле таверны Дружеская рука. Сколько я помню, тот человек, который нам нужен, он находится прямо внутри. О, начались тупости персонажей, передвижений. Я-то думал, они хоть здесь это убрали. Смотрите, они просто идут... Один просто пошел почему-то в обход, потому что так захотелось. With ease. With ease. Я не помню конкретно, где она стояла. Ладно. Здесь. Нет, видимо, не здесь. Подождите, она разве была... она была на 3-м этаже. Вот она. It will be done.
stout hammer will fix most any bandit. А, я так рада, что могу снова вернуться домой. Бентли очень добрый гном, но не стоит злоупотреблять его гостеприимством. Вот тебе 120 золотых за беспокойство. Я заберу у тебя только старые сапоги. Если у тебя окажутся другие из моих вещей, приходи ко мне снова. You cannot get better than the stability stone walls provide. А, я вижу, тебе удалось убить самого крупного из этих мерзких пауков. Уверена, раз этот мертв, остальные скоро разбегутся. С твоей стороны было очень любезно по отношению к такой старой знамени, как я. Большое тебе спасибо. Если тебе окажутся другие из моих вещей, приходи ко мне снова. A stout hammer will fix most any bandit. У тебя получилось сделать все, о чем я просил. Благодарю тебя за помощь, дорогуша. Каждая твоя монета заработана честно. You cannot get better than the stability Приятно видеть stone тебя walls снова. provide. Так, и смотрите, мы получили опыт 300, вино, ландрины пауки, старые сапоги мужа Ландрин. То есть это как бы 3 задания, получается, было, а не одно. It will be done. With ease. Ну ладно. Давайте посмотрим, выполнено ли это задание. Да. Ну, Ландрины пауки и старые сапоги мужа Ландрин. Все выполнено, все хорошо. Теперь мы отправляемся дальше исследовать нашу локацию. Исследовать Берегос, то есть. Вот, мы прибыли в Берегост поздно вечером. Что ж, давайте теперь пойдем вот сюда. Какая-то дверка. Какой-то домик. Странно, домик пустой. А нет, не пустой. А, по какому праву ты находишься в моем доме? Извиняюсь, мне было просто интересно, чем ты занята. Чем я занимаюсь, твое дело, ходи медленно, иначе я позову страж. Ну ладно. Конечно, вообще можно было бы обыскать это все дело. You're a queer fellow. I've done had enough of this. Ничего мы в этом доме не найдем. It will be done. Not a problem. Увы. Ладно, продолжим наше исследование. Так, смотрите-ка, что у нас тут заведение Кагайна есть какое-то. Вот, еще, если вы помните, у нас был какой-то человек, да, как его там зовут, Басилус, который типа чего-то там такое плохое делает. Так, Берегост. Указатель, солнечные часы, указатель, наверное, что. Гостиница Фельдемоста. Обычно я стараюсь избегать искушений, кроме тех случаев, когда не могу им противостоять. Куртизаночки такие. Понятно, понятно, понятно. Я даже заглянул в это заведение, ребятки, давайте заглянем. Эй, выметайся отсюда, терпеть не могу таких, как ты. Данкин. Эй, скажи все как есть, Марл. Что там случилось? О, привет. Присоединись ко мне на минутку, я настаиваю. Как же я могу оказаться, когда леди предлагает выпить? Ты просто душа компании, правда? Все это напоминает мне время, когда Бетси и я все еще были. Ох, я такая глупая. Я не знаю никакой Бетси. Хи-хи-хи. Окей.
Марл, эй, я же велел тебе выметаться отсюда. Здесь не место всякому чужеземному сброду, от которого одни неприятности. Не надо дергаться, в баре полно места для всех. Эй, сколько хочу, столько дергаюсь. Меня уже достали всякие придурковатые искатели приключений вроде тебя, которые занимаются одним богам ведомо чем и приносят в мой родной город одни неприятности. Что ты на это скажешь? Я поступаю так, как считаю нужным. Во всяком случае, я устраняю куда больше неприятностей, чем создаю. Ну, почти хихи. А, так ты считаешь, что все это забавно? Ты со своими сокровищами приводишь местную экономику в беспорядок, нарушаешь равновесие природы, везде выставляешь на показ свою магию, а потом чей-нибудь сын думает, что все это очень весело, выходит погулять и тут же погибает. Это дурной пример, и кто-то должен отдать тебе за это задницу. Мне очень жаль тебя и твоего сына. Наверное, пока еще ничего не случилось, мне лучше уйти. Все вы одинаковые, наделайте кучу неприятностей и скорее валите, другие должны разгребать последствия. Но не в этот раз, ты выйдешь отсюда только через мой труп. Ну отлично, просто вот. Так, что случилось? Ребята, у нас же оружие ломается. Смотрите-ка, это что-то новое. У нас куплено оружие, которое ломается из-за того, что оружие сейчас, железо сейчас плохого качества. Это что-то новенькое. Кто у нас здесь еще есть? Данкин. Кровожадная сволочь. Пламенный кулак разберется с тобой. Ничего ты, чувак. Я же ничего не хотел сделать. Yes, it will be done. Нормально. Веди себя крайне же сдержанно, пожалуйста. К незнакомым сейчас не очень доверчиво относится. Так что тебе нужно? Что ты можешь предложить? Так, ребятки, мне нужен мечик. Двуручный меч. Отраженный образ. Так, это хорошо. Это бы я купил нашей магичке. Улучшение. Жертву должна сделать точно так. Улучшать прочтение любых заклинаний. Сверкающая пыль. Так, давайте пока купим этот отраженный образ. Вот так вот. И это то, что было разговор по поводу того, что здесь типа самое лучшее снаряжение. Вот похоже, поэтому здесь плюс первое продается. Ладно, ребятки, нам похоже в кузницу надо будет заглянуть. Эй, ты проваливай с моей кухни, ты мне тут все испортишь. Так, это понятно, это мы уже слышали только от другого повара. Давайте со всеми обывателями переговорим. Когда со мной не случалось ничего более странного. Грабитель бросил меня из раненого умирать, незнакомец исцелил меня. У него была ужасная внешность, какой-то любил, но он хорошо со мной обошелся. Хорошо. Там, я точно знаю. Ну, понятно. Этот чувак с нами больше разговаривать не хочет. Что мы убили его друга. Но мы же ничего плохого не сказали, правильно? 99 кружек Эля за стеной, 99 кружек Эля. Возьми одну и передай по кругу. 98 кружек Эля за стеной. Алгернон. Это моя комната, я не жду гостей. Теперь оставь меня в покое. Здесь полно других комнат. Извини.
А, стоп, что это я вдруг сам такой пошел? Ладно. Yes? Not a problem. With ease. Not a problem. Так, ну, хорошо, хоть меня тут пламенный кулак сразу не встретил. Да куртизаночки тут бродят. Да, куртизаночки бродят. Ты случайно не волшебник, а? На тебе причудливая одежда. Так. Понятно. Она не любит волшебников. Ну что ж, получается, мы все осмотрели, кроме вот этого участка. Пара домов. Один заперт. Второй заперт. Так, и вот сюда. Так, в общем, мы так и не нашли того самого человека, который типа что-то плохое там делает, да? Ну, типа людей убивает, да? Но я думаю, что нужно в те таверны заглянуть, остальные две, которых еще не было. Что-то мне подсказывает, что он может скрываться там, и это, ну, конечно же, не то, о чем все думают. Вот, явно не то, о чем все думают. То есть, скорее всего, там он может какой-нибудь священник, который проповедует что-то. Вот, или что-то в этом духе. Так, это получается, мы не были в Горящем Волшебнике и гостинице Красный Снов. Давайте тогда к Горящему Волшебнику подойдем. Ну, тут часто здесь ничего интересного нет. Хотя мы его, конечно, тоже исследуем, но потом. Горящий волшебник. Ну что ж, давайте зайдем, наверное, в гостиницу. Точнее, в таверну. Она небольшая, совсем смотрите. Так. Это у нас Журман. Что делать вору, а? Заводишься сапогами скрытности, открываешь магазин в пустошах юга берегоста, и потом бах, приходит тебе целая племя хубовлина, срывают сапоги прямо с твоих ног. Долбаные хулиганы, вот кто они? Я заплачу 100 золотых тому, кто вернет мне мои сапоги обратно. Клянусь, вот смотри, это же Дристор, да. Ах ты ж сволочь. Стоять. Сволочь, ты смотри. Короче, ворует, гаденыш. Давненько я уже не видел приезжих. Надеюсь, в городе на сесть буду бежать. Ну так, что ты предлагаешь? Понятно. В общем, у нас просто на 45 серебра, а були сейчас на 45 золота. I stand ready. With ease. Hey, friend. Good to meet a fine sod such a... Спенгильмех. А, что? Оставь меня в покое. Отправляйся к руинам Файрвайн, да. Надеюсь, ты заработаешь там по дагру. Руины Файрвайн. Ну что это за место и где оно? Я имею в виду развалины моста Файрвайна. Это довольно далеко, к юго-востоку отсюда, но пара крепких ног с легкостью доставит тебя туда. Только убедись, что они у тебя достаточно крепки, чтобы вернуться обратно. Руины Файрвайна — гибное место для неопытных искателей приключений. Запомни это и потом не обвиняй старого Спена, если потеряешь там кого-нибудь из своих друзей. Что еще ты можешь сказать об этом месте? Что? Я разве похож на дурака, который потащится туда? Вряд ли. Хочешь узнать больше? Сходи и потолкуй с полуросликами в Галикине. Они любопытны по подобным вещам и, скорее всего, смогут тебе помочь.
Но еще раз предупреждаю, это место не для сопляков. Пойти туда значит нарваться на серьезные неприятности. Лучше бы тебе сначала набраться опыта, прежде чем напрасно сгинуть в этой дыре. А что насчет Берегоста? Здесь есть что-нибудь интересное? Здесь храм к востоку от города может заинтересовать тебя, если тебе нравятся подобные места. Мне вот нет. На самом деле мне много чего не нравится. И ты мне тоже, кстати, не нравишься. Эх, оставь меня, дай почитать спокойно. Ну ладно. Hey, friend. Good to meet a fine sod. Hey, friend. Good to meet a fine sod such as yourself. Нашли иолит, какой-то камешек, кажется. О, смотрите, нашли какую-то булаву. Хорошо. Все как-то легко взламывается. Наверное, не очень хорошие замки. Спящий мужчина. Ладно, не будем трогать здесь ничего. Проснется еще от стука. Еще один золотой, точнее драгоценный камешек. Окей. Все, в принципе. Нам, кстати, не дали никакого неприятности в регионе. По неизвестным причинам. Это то, что мы уже знаем. Not a problem. Вот еще подъем, наверное. Тот же. Not a problem. Все понятно, тот же самый подъем, просто с другой стороны. Окей. Ну что ж, в принципе, мы с вами неплохо сегодня пообследовали. Давайте дойдем до гостиницы, и на этом мы, наверное, с вами остановимся, потому что сегодняшняя серия уже подходит к концу. Вот. Ну вот после гостиницы мы с вами и сейчас сохранимся. Давайте только, наверное, и моя уровень потом в следующей серии. Итак, данная серия подошла к концу. Вот, мы сегодня, в принципе, выполнили только одно задание, но мы закрыли карту Берегоста, и в следующей серии мы уже отправимся, скорее всего, в следующую локацию. Вот, в любом случае, Baldur's Gate по итогам, да, как бы довольно сложная игра. Вот, ее было сложнее проходить ощутимо, чем Pillars of Eternity, хотя Pillars of Eternity тоже казалось, как бы, да, такой классической. Вот, но сейчас мы вот с вами прикасаемся именно к классике RPG. Вот, и пока только привыкаем. Вот. Но в любом случае дальше будет лучше. Спасибо вам за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. И до следующей серии.